Беседа у нас добровольная, понимаете? Да. Понимаете или не понимаете? Да. Понимаете. Вон наше удостоверение, пресс-карта. Мы гражданский журналист. Смотрел. Как зовут вас? Анатолий. Полностью. Петров Анатолий Витальевич. Дата рождения. 10.12.1988. Откуда вы? Место рождения Крымская область, Красноперекопский район, город Армянск. Проживает Тульская область, Белевский район, поселок Бобрики. Еще раз год рождения? 88-й. 88. Вы проживали в Украине, я так понимаю, до совершеннолетия? Нет, первый класс отучился, родители поссорились, мы разъехались. Я с мамой уехал в Россию. Как долго вы жили в Украине? До 97-го. До 97-го. Проблемы были какие-то у вас? Нет, Или вы не помните еще? проблем не было. Проблем не было. Понял. Дальше что, где вы жили? Ну, также я жил с мамой, там жил. Потом ушел в армию в 2006 году. Мгм. Вот. Умер отец, к отцу не отпустили, так как он гражданин Украины. Вот. В каком году? На похороны. 2007. Мгм. Вот. Потом умерла мама. А имеет значение, какой страны гражданин? Когда умер отец? Я имеет значение? служил на важном государственном объекте в городе Жуковском. И мне нельзя было выезжать. Что это за важный объект? Ну, это ЦАГИ, ЛИО, это самолеты, когда вот Максы, где проходят. Мгм. Мгм. И мне нельзя было выезжать за пределы Российской Федерации. Мгм. Понял. А что это за объект такой? Я такого ни разу не слышал. Ну, это самолеты, там Макс такой, знаете, проходит. Самолеты со всех стран слетаются, там. Макс это что? Ну, Макс, это, ну, самолеты показывают свои, там они. Ну так и что в этом секретного, если со всего мира слетаются? Ну, не знаю, там самолет, вот это там аэропорт, ну, ЦАГИ, ЛИО. Ну пусть, окей. Ну, ЦАГИ Рио, загугли. Как царь? ЦАГИ Цаги. Рио. Так, и дальше, значит, вы служили в армии с... 2006 по 2008. 2006-2008, так это вы срочно просто служили. Ну, потом подписал контракт, так как я, ну, не было смысла ехать домой. Родители умерли Так, сам в деревне. так. Подписал контракт в Смоленскую область, город Десногорск. Для подписчиков. ЦАГИ это Центральный аэродинамический институт имени Жуковского, авиационный государственный научный центр России. Московская область, да? Да. Что там секрет? Пусть. Он не сказал секрет, он сказал важный. ВГО. Так и может вы знаете хоть один секрет? Государственную тайну хоть одну знаете? Блин, продайте нам, поменяйте на блок сигарет. Я не знаю. ВГО как расшифровывается? Важный государственный объект. Важный государственный объект. ЦАГИ знаешь, ВГО знаешь? Рио там еще какой-то. Нам просто никто не хочет, хоть кусочек тайны дайте нам какой-нибудь. Да, государственный хоть немного есть. Нет. Что, вам не доверяли? Ну, моя задача была простая, охранять периметр. А звание должность? Стрелок рядовой. Понял. Потом подписали контракт, где служили. Город Десногорск. Смоленская область, город Десногорск, атомная электростанция. Все это время прослужили там? Нет. Потом еще контракт подписывал. Где дальше? В Севастополе. В Севастополе служили. Да. В каком году? 2008-2009. 2008-2009. Да. Так это вы в украинской армии служили? Нет, Россия. Россия, а там что делали? Зенитно-ракетный полк, там северная сторона. Ну, оператор транспортировки ракет. Оператор транспортировки ракет. Транспортировали ракеты? Ну, я тренировался, там пару ракет Мгм. погружал в машину. Так. Дальше. Вот. Потом уволился по семейным обстоятельствам. У вас жена, ребенок есть? Нет. Так, дальше. Ну, потом с братом попали в аварию, долго лежал в больнице. Брат погиб, Автокатастрофа? да, и друг погиб. Какие у вас были повреждения? У меня пластина в руке стоит и голова. И голова. Мгм. Пока не забыл, Владимир, последний раз перебиваю, потом. А как это происходит? Вы говорите, что вас не выпустили на похороны. Как его не отпустили? А? Так как срочник. Так это был какой год? 2007. Вы типа написали рапорт,
Но он же сказал, ВГУ, важный государственный Понятно. А объект. как это, мне интересно, технически Там как это? даже после увольнения нельзя 3 года потом выезжать играть. Вы указали, что на похороны к отцу, и вам сказали нет? Нельзя. После увольнения 3 года за границу нельзя выезжать. Матери отпустили. Что ты хочешь от человека? Воздушная тревога. Слышали, да? Ну-ну, дальше. Вот. Потом подписал в Тулу ВДВ. Ого. В Туле тоже там меньше года прослужил. И из-за пластины пришлось уволиться. Не приход. Непригодно. А сразу что взяли? Ну, я из медицинской книжки вырвал все свои болезни и прошел комиссию. Так. Потом начались последствия руки. На каких-то физических упражнениях? Когда прыжки были, Да. у меня стропа дергается, у меня рука вот тогда до конца не выпрямляется из-за пластины. Меня дернуло и рука зафиксировалась. Ну, боли пошли. Мгм. Так, дальше. Потом устроился на работу в Московскую область, Рублево-Успенское шоссе, Дом правительства Московской области, охрана. Дом правительства Московской области. Да. То это вы всех правителей Московской области там видели? Ну, не всех. Не все. Ну и как они, вы общались с ним? Нет, наше дело стоит охрана. А самый модный правитель кто был? Кто у вас самый модный правитель? Кого вы видели своими глазами? Ну, Воробьева только видел. Кто такой Воробьев? Ну, это губернатор Московской области. А, А Синицына? Не видел. а Ну, у нас там не только вот внутри, у нас там и парковка есть. Там на парковке можно сидеть. Голубева видели хоть раз? Нет. Аистова. Да он троллит. Какие еще птицы знаешь? Аистова. Ладно, все, давай, пошутили, хватит. Дальше. Ну, Это да. чтобы как-то немного, может быть, вас расслабить, знаете? Потому что вы очень напряжены. Ну, У тебя половина будет. и за штрафов, то, что у меня штраф. Спасибо. Ты же нажимал, смотрел куда. Когда я работал в пятерочке в магазине, вот, нашел карточку. С нее списал 5000 рублей. Стоп. Как нашел карточку? Просто чужую карточку? Да, мужик забыл ее на кассе. А, Я ее забрал. так. Вот. Вечером с нее списал 5000 рублей на игровую валюту. Так. А пин-код? Там не надо было ничего. Нормально. Ну-ну. На следующий день приехали А что купил? игровую валюту. Ну, Не, золото. а потом золото нашел. Ну, купил в танках золото. Игровая валюта, Я золото понял, в да, танках. потом, Ты шо, в а танки валюту не- на что потратил? На танк купил танк. О, Танк. купил танк. Да. А это с целью заработать как-то там можно в этих танках? Да нет, это простая игра. Ну, кто-то, как донаторы есть. Я задонатил за чужие счет. Я понял, ты кайфарик чисто в этих Да. играх. Ну, я, да, в танк я Понял. люблю. Мгм. Ну, я возместил ему 5000 на следующий день же. А так как уголовное дело, ну, заявление уже было написано, Ага. у меня был суд. Так. Вот. На 100 000 рублей меня штрафовали. Сказали за 3 месяца выплатить. Ну, 5 тысяч снял, на 100 оштрафовали. Да. Ну. Там дальше. Заробил. Сейчас нагорела сумма достаточно приличная. Сколько? До 300. Сколько ты не платил? 5 лет. Это пеня. Пеня, да. Пень. И приставы приезжают к бабушке. Я тут на работе там могу 2 месяца там сидеть. Вот. А я бабушка живая дома, да? живая. А где она? В Москве? Нет, поселок Бобрики. Это рядом с Москвой? Ну, там 5 часов езды. А, 5 часов. Ну, это считай, это вообще близко. Ну-ну. Вот. И вот я прописан у нее, и к ней ездят приставы, она старенькая. Я вот решил по-быстрому, думаю, в короткое время на контракт подписал на 3 месяца. Вы сбежали в Украину от приставов? Ну, я, чтобы заработать и рассчитаться со всеми долгами. Сколько должны были заработать? Нам 50 рублей, ну, 50 тысяч обещал губернатор и 50 тысяч Росгвардия в месяц. Плюс зарплата. И сколько это всего? Ну, не надо, 1170.
Короче говоря, вы планировали рассчитаться с долгами за полгода, я так думаю, где-то примерно. Нет, за 3 месяца. За 3 месяца. Четко посчитали. Ну, у меня контракт на 3 месяца. Мгм. И приехать в Россию, все отдать деньги. Да? Отдать деньги. Отдать деньги. А у вас помимо вот этих 300 были еще долги? Ну, микрозайм, но они маленькие. И сейчас они там клацают. Да. А что за микрозайм? Ну, это быстрые деньги. А, быстрый день. Да. Это раз ему нормас. Ну, у нас есть такая реклама, если что. Я не знаю, может надо будет выбрать. Прорекламировал только что. Просто Где наши деньги? Да. И брали быстрые деньги на что? Просто на жизнь? Ну, на жизнь, да. Ну, я еще в ТикТоке любил там залипать. А в ТикТоке зачем деньги? Ну, там есть же тоже блогеры в ТикТоке, Так. которые там миллионники. Так. Я там был у одной девчонки, как их назвать? Ну, за чатом смотришь, который что там банишь там людей. Модератор. Модератора. Ты был. Да. Угу. Вот. Ну, и приходилось там, когда у нее батлы там происходили, тратить на ее подарок. Ты свои деньги тратил на своего автора? Ну, да. То есть ты делал работу, модерировал канал, Да. еще и тратил свои деньги. Ну, когда на- батлы у них происходили, там раз в неделю батлы, там, какими-нибудь тоже там офигевшие. А ты ее лично знал, эту барышню? Нет. Ты ее полюбил? Ну, как общались просто. Да никак. А как логины? Ну, как ее найти? ТикТок. Это ТикТок? ТикТоке. Давай да. зарекламим. У нас тоже там чуть есть подписчик. Ну, она, как у нее было, Светка, конфетка. Ого. По-английски. Веселая По-английски получается. У конфетка. нас такая такое интервью веселое получается. Светка конфетка. Ну это ж я имею в виду, что полюбил. Это я. Да? Нет, нет. Там Сейчас может быть найдем. там Светка конфетка 1 миллион 230. 1,4 миллиона подписчиков. Ну понятно. Ох мы, да. Угу. Я имею в виду полюбил. Ну были ж какие-то, наверное. Нет. Все Я тебе конфетки. говорю, начинаю вбивать Светка конфетка с Сколько 1 миллион подписчиков и там? дальше У цифры. меня миллионник он точно. Да. Это точно ТикТок вообще? Да. А у нас сейчас уже заблокировали ТикТок. Да. У нас сейчас нету. Ну, через VPN как-то, я не знаю, там Инстаграм же им Инстаграм заблокировал. заблокировали. Инстаграм они сами себе заблокировали вместе с Фейсбуком, это я знаю. А про ТикТок не знаю. Но в ТикТоке у них там очень сильные И сколько ты на нее потратил? ботафермы были. Точно не знаю, ну нормально прилично. Ну, там на глаз плюс-минус. Ну, 1050. 1050? Ну, Тысячу это долларов. не сразу, это на протяжении какого-то месяца 3-4. Ты реально мог пойти взять мелкий займ, быстрые деньги для того, чтобы пойти задонатить вот это в ТикТок? Да. Не, ну серьезно, а что, на что ты рассчитывал? Ну, и я раз брал, ну, как бы там помогал ей, потом, ну, я быстро, ну, отдавал, потом не получилось возместить. Ну, И вот штрафы там. я имею в виду в отношениях с ней, ты на что-то рассчитывал? Да Или нет, это бескорыстно? бескорыстно. Ну, что ты... Ну, альтруист. Не, вообще тут ничего такого Ну, нет. я помню, мне Понравилось просто там какой-то- тебе, ты хотел, может, с ней встретиться, Нет, хотелось бы, подружиться. да, это бы встретиться. Вот. Ну, как-то затянуло, я не знаю. Да. Ну, вы переписывались хотя бы? Переписывались, общались. Да. Она же модератором его сделала. Ну, наш человек как-то сделал, ну, ты приглашал, давай сходим там, кофе, чай, то все. Только она не с Москвы, Откуда? я это не помню. Может, она с Киева? Нет. Как пишется? Вот так? Как-нибудь? Вот он, первая связь. О, нашел. Ты Так что ты сказал миллион подписоты? Ни хрена. юмор и социалка, сотрудничество в инсту. Не смотрите. 330 тысяч подписотов. Да, А вторая страница, у меня еще страница. а у нее, ты чего? Она из села это из какого-то?
гуманитарная. Дадим тебе посмотреть после. Продолжайте, Они же, Владимир. когда через VPN заходят и если видят, блокируют по странице. Они открывают себе Да новые. я как бы не хочу сказать, что, ну, думаю, оно, наверное, будет, наверное, не сильно уместно. Да, ладно. И, в общем, донатили, там что-то задолжали, еще в микрозаймы залезли. Да. Да? Там тоже выросла пеня вот эта. Ну там не так уж много. Сколько тысяч? Ну ты же 40 это. Ерунда. Для ваших масштабов это вообще ни о чем. А та 500 тысяч, да, уже было? Там нет, там 300. К 300 шло. Да. Мгм. Ну, в принципе, да, за 3 месяца отбились бы. 3 таких этих самых. И можно говорить о том, что вы поехали конкретно за деньги сюда, и чтобы не трогать никакие идеологические моменты? Да. Точно, да? Не, ну может вы там хотели защитить кого-то от кого-то. Нет, я поехал за деньгами, чтобы рассчитаться. Знали вы что-то о том, что в Украине происходит? Нет. Ну, тогда и не будем даже об этом разговаривать, и так в каждом втором интервью это вот одно и то же. Расскажите лучше что-нибудь. Вот, поехали вы, что дальше было? Какого числа это было? 28 августа я подписал контракт. Вот, приехали, за Изюмом стояли в лесопосадке. Потом нас отправили в сторону Веселенького, туда подальше. Угу. Там нас бросили под минометами. Как это бросили под минометами? Ну, ни офицера не было. Вас никого. поставили, видимо, держать какую-то позицию. Нам сказали, окапывайтесь и все. Но, И потом дальше никакой команды до самой ночи. Потом так, ну, один день дальше. с танкистами мы оттуда выехали. С этой лесопосадки. Какого числа? 8-го. 8-го. Да. То есть 10 дней, по сути. Не, мы стояли в лесопосадке за Изюмом сначала. Вот. Ну, блиндажиры или там. Это сколько дней было? Ну, до этого 8-го. До 8-го. Да. 8-го куда поехали. 8-го вот за Веселенькой нас отправили. Ага. Вот. И оттуда ночью мы с 8 на 9 выехали с танкистами в другую лесопосадку. Там нас по 10 человек распределили. И вот 10 человек в одну сторону, 10 в другую. 2 мотолыги было. Из 10 нас 3 человека осталось здесь. Угу. Остальные Ни командиров не было, никого не было. А остальные куда делись? Умерли. Умерли? Да. За что? Не знаю. Может, за планы вашего безумного руководства захватить Украину? Возможно. Возможно, даже скорее всего. Знаете, как в том фильме. Но вы выжили, вам повезло. Да. Все началось с золота в танчиках. Только хотел сказать. Такая история, да? У нас был сюжет программизм опасен для жизни, а тут но танки в любом случае опасны. Компьютерные игры тоже вредят, могут навредить вашему здоровью без проблем. Вы чтоб, у нас был программист из ДНР, которого отправили с института, и он тоже попал в плен. А вы тоже в плен попали из-за компьютерных игр. Но из дыры его забрали принудительно. Он работал программистом, а тут же сам пошел. Это же разные вещи. Вас выжило сколько человек? 3. Из скольки? Ну, из 10, которые вот мы точно стояли. Угу. Остальные на ваших глазах погибли? 5 Как это было? стрелили. Взяли в плен и застрелили? В плен не брали. Просто застрелили? А как это происходило? В посадке в этой же, где мы стояли. Ну, вот в посадке бы это стояли. Как это происходило? Ну, мы окапывались, подъехало 2 танка. Так, Вот, и там, не помню, 3 БТР, что ли. так. Сумерки уже были. Уже да, темно было. Знаем, да. Дальше. И вот 5, которые стояли спереди, ну, чуть подальше нас, Угу. а мы туда сзади, ближе к подсолнухам. Вот, и их сразу расстреляли. Ну так это не застрелили, а это был бой.
Просто вы так сказали, как будто бы их построили вот так вот. У вас Ну, же они что? даже не стреляли ничего, наши. Ну, Конечно, они не стреляли. Надо было дождаться, пока бы они стреляли или что? Нет. Ну, Ну, просто ваши же, они же там немного с мозгами не дружат. Вот это вот, знаете, я почему говорю, взяли в плен и застрелили. Потому что, ну, такого вообще, как правило, не бывает. Взяли в плен, то взяли в плен. Знаете, а тут подъезжают наших 3 БТРа. Вы не можете понять, кто это подъехал даже, правильно? Вообще было непонятно. Вообще было непонятно. Те быстренько спрыгивают с БТРов, стоит 5 этих ваших. Мама, оце море. Знаете, бам-бам. Ну, а вас уже берут в плен. Все. Нет, я ушел. А, ушел еще? Я еще сутки, да, А, один. один. то, так Куда расскажите. Там соседняя деревня была, Кубиш или как-то. Вот за веселенький там деревня. Ну, И там временная, было написано, помню, временная военная прокуратура города Изюма. Я туда ночью залез, через окно разбитое. Утром слышу стрельба, в окно выглянул. Вот. Там солдаты Украины. так. И вы что? Сдался. Так сидели бы дальше там. Смысл? По тумбочкам хоть пробили, там может какое-то золото, деньги, Нет, бриллианты, драгоценности. банку тушенку. Банка тушенки. Да. Украинской? Куриная, гражданская. Гражданская? Ну, написано, взяли в рот вот это вот. Ничего. ВЗ. ВЗ. Ничего было написано. Не, ЗВ. 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 Так взяли тогда. Какая разница? Хотел уточнить, вы ушли, имеется в виду, вы увидели там, как убивают ваших, и вы убежали. Нет. А то вы так сказали, я ушел. Там типа, Не, убежал по да, бою. все, потому что как-то, ну, мы же хотим художественный рассказ, чтобы было, ну, понятно, как это происходит. Стоите Да. вы, а так получается, вы вначале сказали, их убили. То есть их поставили около деревьев и тупо расстреляли. Можно ж так понять, а так получается. Давай уже, мы уже дошли до этого. Меня интересует, какую вы организацию завели? Там было распечатано и на двери написано временная комендатура города Изюм. А, понял. Своим же. Все, временная. К оккупантам. Да. Значит, все-таки, наверное, тушенка их была. Не отравились? Нет. Повезло. Тоже фарт. Ну, банка Фарт на фарт. закрыта была. Фарт на фарте. Да. Понял. А как вы вообще относитесь к этой войне? Отвратительно. Отвратительно. Понимаете, что Путин военный преступник? Да. Вы понимаете, что его может судить Международный военный трибунал? Да. Как вы к этому относитесь? Ну, вы одобряете, что его будут судить? Я не знаю, что тут. Можно я задам вопрос? Кто должен понести ответственность за все, что происходит? Путин. Конкретно вот с вами, кто вас сюда отправил? Понятное дело, что не лично Путин из военкомата, но вот кто начал все вот это? Отлично, все это вот пройти, если цепочку эту. Я просто не знаю, из-за чего все это началось. Вообще, зачем полезли на территорию Украины. Ну как зачем? Путин объявил демилитаризацию. Вы, кстати, демилитаризировали отменно. Именно вот по Харьковской области ленд-лиз вы решили победить американцев хоть в чем-то, оставить нам больше вооружения, чем предоставили американцы. Видели разбитую технику вашу? Или не разбитую, целую, брошенную? Видел разбитую. Целую брошенную не видели. Ну есть, хватает. Вот. С демилитаризацией понятно. Вы как-то неправильно, видимо, поняли это слово. Денацификация это что? Ну вот мы сидим с вами общаемся. Или тут с вами общаемся. Нацисты. Видели нацистов? Нет. Нет. Значит, Путин соврал, когда он сказал, что нужно идти убивать украинцев ради какой-то непонятной денацификации и демилитаризации. Соврал. Соврал. Значит, он преступник. Так как вы относитесь к тому, что его будут судить? Положительно.
Это сейчас выглядело, как будто бы ты... Давайте подискутируем на эту Это тему. сейчас выглядело Ну, я так, представляю просто, ну, то есть- вот как нас бросили, просто... будто бы я задал 150 наводящих вопросов и в результате получил тот ответ, который мне нужен. Поэтому Но на и- самом деле я просто получил тот ответ, который очевиден. А я хочу уточняющий. Давайте Давай. подискутируем. Вот я же до этого спросил. Есть, ну, состоянием на сейчас, это не спецоперация, это полноценная война. Согласны? Мы уезжали как на спецоперацию. Как ее назвали, это не важно. По сути, По сути, это война. война. Ну, А, правильно. Российская армия вторглась на территорию Украины? Вторглась. Правильно. У российской армии есть главнокомандующий? Есть. Есть. И верховный. И верховный главнокомандующий. Главнокомандующий это Кто тот, это что на человек? оленях? Вы не перепутайте. Шойгу. Да. А кто верховный? Путин. Да. Смотрите, в любом случае мы победим, это понятно. Потому что с нами весь цивилизованный мир и нам помогают. Будет суд. Всегда был Гаагский трибунал. Или, ну, да? Как вы думаете, вот в случае победы, она безусловно будет наша, кого нужно судить? Кто дал приказ напасть на Украину? Ну, как мы неофициально сюда вторглись, Путин дал приказ. Правильно. Что- Соответственно, его, по идее, надо судить. Ничего не официально. Да, вот это, кстати. Официально. Ну, как спецоперация, если... Ну А, и что? Это не спецоперация, это как война. Да. Ну, а какая разница, как он ее назвал? Это же никого не будет интересовать. Тоже же можно пойти на улице, кого-то убить, или, я не знаю, ограбить, забрать там какие-то драгоценности и сказать, что ты их от этих драгоценностей его освобождал. Ну, это же тебя не освободит от Пойти Ну, убить олигарха и сказать деолигархизации. Да. Ну, кстати, вот на тонкий лед опять ты становишься. Я просто пример, а ты тут олигархов. Олигархов все не любят. Ладно, ну у меня вопросов нет. То есть, Да, у меня тоже вопросов нет. От себя можешь что-нибудь рассказать? И вот моим близким как-то, я не знаю, сообщить, что я думаю, ваши близкие увидят этот ролик. Мы, кроме того, что вы работали в охранном предприятии с названием, коих выдает 150 миллионов штук в Гугле сразу же, мы больше про вас ничего не знаем. Обзванивать все эти охранные предприятия мы не можем. Обратитесь, если следят за нашим каналом, они увидят. Ну, Есть у вас друзья какие-то? ну, такие же охранники, как я. Ну, я думаю, они ну, а смотрят. их номера, может, какие-то. Я ничего. Не, ну, может, они хотя бы смотрят, листают. эту всю Смотрите, информацию. если вы Все знаете, россияне знают, что на нашем канале появляется хлеб. люди, кто знает, подписчики и просто зрители канала, кто знает этого человека, есть контакты у нас в Телеграме, вы можете написать нам его телефон, и мы свяжем его родственников с ним. А вы же в ВК по-любому есть, да? ВК есть, да. Прикрепим ссылочку на его профиль в сообщении, как обычно мы в последнее время это делаем. Там человек помогает, он сбрасывает эти ссылочки мне на них, на всех. Я просто их добавляю. Закрепленные комментарии. Да, и там найдете наши контакты, сообщите контакты родственников. ВК быстро будет. Там Мы сейчас не сразу- будем этого. Не, мы сами Нет, туда не лазим. Это ФСБшное говнище. Делать не будем туда ходить. Там люди занимаются. Вот. От себя передайте что-нибудь другим россиянам, которые вот хотят идти в Украину. Ребята, даже не вздумайте идти сюда. Это полный обман. Тут нет того, что говорят там. О, а что там говорят? То, что вы поедете, будете охранять блокпосты там или восстанавливать города, это все Ну, полный бред. Восстанавливаете вы города, тут очень нормально так. По 2000 снарядов по селам выпускаете. То, что я видел, как просто это города не восстанавливаются, а реально разрушаются. Подумайте головой, подумайте о близких. Подумайте. Подумайте. Ключевое слово. Мотор? Представьте, как вас зовут полностью. Меня зовут Глебов Никита Михайлович. Дата рождения. 17.07.2003 год. Откуда вы? Город Воронежская область.
Сколько вам полных лет? 19. Когда вы призвались? Призвался 23 ноября. Когда подписали контракт? 23 июня. Это еще на территории России было? Да, на территории России. Подписали контракт, и вам сказали, что вы должны ехать в Украину, или как это было? Ну, приказ был, сказали, вот набирают людей, реактивная батарея, вот, с которой мы ехали. Мгм. А это какая у вас часть и город? 79-й полк, город Советская Ленинградская область. А поехали мы от 9-го полка. Город Советская Ленинградская область? Да. Это город называется? Город Советский, да. Советск. Советск. Ну. Так, и вы поехали какого числа в Украину? 17 числа. Все поехали или кто-то отказывался? Ну, кто-то отказывался, кому-то говорили, там, в тюрьму могут посадить, вот так было. Так. А тех, кто отказывался, тех садили? Да. В тюрьму садили? Ну, кого-то в тюрьму, кого-то увольняли. Ну, это видели. Всего лишали, да. Это когда было? Ну, когда я вот еще не подписал, там сержанты все вот эти были. Угу. Вот, сказали, лучше ехать. Ну, вы лично видели, чтобы кого-то посадили? Или вам просто Ну, так и сказали? именно, и вот лично видел только, что увольняли. Только что увольняли? Да, только увольняли. Угу. Ну, это миф про то, что сажают. Знаете? Не знал. Ну, если бы всех сажали, у вас бы тюрьмы уже были бы просто переполнены. Сейчас тюрем набирают, наоборот. Да. Сейчас с тюрем наоборот у вас набирают служить. Не знал вообще. Ну, вы поехали, потому что был приказ или еще по какой-то причине? Ну, сначала там заманивали, типа, там деньги, вот это все говорили. Так. А потом уже, ну, как бы не хотел ехать, а потом сказали, уже обязательно надо ехать. А когда вам говорили деньги и все остальное, вы отказывались? Сначала не хотел, да. Угу. А чем вас мотивировали окончательно для поездки? Да ничем особо. Ну, переубедили чем конкретно? Сначала вы отказывались, а вам же нужно было какие-то дополнительные убеждения, чтобы вы согласились. Ну, там начали говорить, вы трусы, там, по колено к мамке под юбку залезли, вот это начали. Угу. Ничего не можете свою страну защитить. На слабо вас взяли? Ну, вот так говорили. Качали, короче. На слабо, да? Что, не пацан? Ну, вот как-то так. Угу. И вы подумали, я пацан, Ну, да. я герой, я поеду защищать свою страну. Куда? Украина. А что в Украине? Кто-то нуждался в вашей защите? Ну, нам говорили, да, то, что там помочь людей освободить. Нам всем так говорили. Где? Ну, именно вот в Украине. Именно в Поехали. Украине где? Вот это я не знаю. Нам просто сказали, вы поедете, а вот куда именно и что вы делать будете, не знали. А, ну ладно. Все, я пропускаю этот весь разговор, да? Человек вообще даже не знает, где и что и как. То есть, очевидно, идеи никакой не было. Ну, Правильно? у него 19 лет. То Вы есть, знаете разницу между нацизмом и национализмом? Нет. знаете разницу между ЛНР и ДНР? Ну, вот. Луганск, Донецк. Так. Все. А почему они так Всё. называются? Не знаю. А полностью можете расшифровать эту аббревиатуру? Нет. Любую из них? Ну, я, ЛНР. я не знаю. Не знаете? Нет. Ну, тут, да, тут... Просто расскажите историю свою, да? Вот как вы приехали, по числам, куда, как передвигались и что делали? Ну вот приехали 17 июля, сначала в посадке какой-то мы сели, ну там в яму, выкопали все, переночевали, потом переехали, вот Балаклей, там почта есть, ну новая почта. Там мы сколько, ну вообще сначала я на связи сидел, мне до этого мне говорили, ты будешь сидеть на границе там, не заезжая даже, вот так было. Ага. Будешь сидеть на связи, там даже, может, не будешь заезжать. Ага. Большинству так говорили. Да, ну, не большинство, а всем фактически. Потом 2 недели на связи просидел. Им не понравилось, как я на связи сижу. Почему? Не знаю, сказали не так. Командир у нас такой был. А Ну, как так, а как не так? И что такое на связи? Мне же даже... Не тем боком? Ну, вот тапики. Тапики вот Что такие. такое тайп? Ну, телефон там, провода посоединяешь, полевка такая есть. И Ага. протягиваешь и соединяешь. И Для что, того, как чтобы можно- была связь? Ну да, чтобы связь была. И вот эти, как их, азарты были. Таких надо местами менять как-то, эти тапики. Ну, там тапик идет, открываешь крышку, и Так. там снизу идут специальные штучки, и провода подсоединяешь. Обрезаешь провод, и чтобы железный конец. Вот этот. А почему их постоянно нужно переподключать? Не постоянно, раз сделал, и все. Если провод оборвался, то надо новый наматывать делать.
Ого. А как можно на нем сидеть правильно и как неправильно? Да. Я так Ну, понимаю, им это не обычный- понравилось, как мы информацию доносили. А, вы дублировали информацию. Ну, нам сказали вот какую-то информацию там Так. доложить пойти. Не так что-то сказали и все. А что именно вы не так сказали? Какую информацию? допустим. За что вас ругали? Допустим, спросили, сколько машин приехало, я сказал не так, потом сказали, все, идите там, разгружайте, чтобы больше такого не было. А потом все, отправили нас полностью. Сколько машин приехало куда? Именно вот грады были 4. Так. И один коротыш, ну КамАЗ обычный, Ага. и длинномер. Так. 2 КамАЗа. 5 всего получается. Так. А, нет, 6. Так. Я понял, чего у вас сняли с тапика. Уже, да. Объясни. Поэтому и сняли. Как вы учились в школе? Ну, тройки там, когда батя приезжал, там мог и 5 получить, по-разному. Вот когда батя приезжал, занимался, а так я с бабушкой постоянно был. У вас мама, папа есть? Мама есть живая, но я не видел. А Никогда батя ее не видели в жизни вообще вообще? не видел. А батя с вами не живет? Батя уже, наверное, лет 5 со мной не живет. Ну, там пару раз приезжал. Там. То есть, когда он приезжал с вами занимался, вы могли 5 получить? Да, А так, что в школе плохо учили? да. Ну, у меня отец просто хорошо учился, поэтому, там, когда приезжал, мог нормально. Так а учителя же есть. Да, сейчас так объясняют. Пришел, они там что-то сказали, даже не по теме могу сказать. А вы в обычной школе учились? В обычной, да. Угу. Ясно. И вас изгнали из пункта связи дальше? Да, потом, вот как это было клей, вот Какого Борщевка. числа было? Да, Примерно хоть. где-то в июле, наверное, где-то. Вы в июне подписали контракт, В июле заехали, да. И в июле же заехали, сразу после подписания контракта? Да, в июле. Ага. Так, и тут уже и в июле же вы уже Ну, успели побывать на этой должности? Да, под конец где-то, Мгм. в августе в начале, может. Ага, понял. Так, дальше. Вот, и есть посадки, вот там мы снаряды раскладывали, ну и грады заряжали. Нам Так. привозили, ну вот, это как его, Яковенково село, если от него недалеко, там, едешь и в поле заезжаешь, там дорога даже шла. Мгм. Вот, ну, и привозили нам, мы там заряжали. Мгм. Нам просто сказали, сколько, когда зарядить и все. Мгм. И сколько заряжали в день? Да могло приехать 2 БМки вот так. Самое много. 2 БМки это сколько градов? Ну, Снарядов? Это 80 получается. 80. Ну, это вот как я застал. А что там до этого было, не знаю. Да. Это вы в день могли зарядить 80 раз, 1 град. Ну, нет, не 8, 2 раза. Вот в одном пакете идет 40 снарядов, а их 2. Это 80 в общем получается. То есть, ну вы в один день могли зарядить 80? В день 80, да, где-то могло быть. И они стреляли куда-то, эти 80? Ну, куда-то стреляли. Мне говорили, вообще куда-то по заводу там стреляли, все. Мгм. Вы знаете наверняка, куда попадало это? Вообще не знаю. Точные эти ваши грады? Не знаю, мы как приходили, зарядили, все, ушли. А там кто на Не, я машине понял. сидел. Что вы знаете об этом? Они точные? Они точно стреляют? Не знаю. Какое отклонение? Вообще даже не предполагаю. Ясно. Заряжали вы грады по 80 штук в день на протяжении месяца? Ну, месяц, да. Так. И все? Ничего больше не происходило? Все. А там на месте были люди, которые отказывались? Ну, именно со мной, которые были, не отказывались. Наоборот, это даже по собственному желанию хотел. Кто? Ну, вот один с нами был, но его нету. Угу. Ну, на второй машине. У нас 2 машины ехало, вот, Мгм. когда мы ехали. Не, ну это уже финал. Объясните, что значит по собственному желанию хотел. Ну, он такой говорит, я хочу там на передок, там, воевать, потому что у меня каждый в семье воевал, вот так он рассказывал. Потому что каждый в семье воевал. Да, у него. Мгм. Ему объясняли, зачем тебе это. А зачем? Не знаю, хотел доказать себе, наверное, что-то. Только что, я не знаю. Сколько ему было лет? Ну, на год старше меня. Должно 20. 20. Ну, ему исполнится 20. А вы контракт подписали на сколько месяцев? На год. Ну, с учетом срочки 2 года, получается. Видишь. Что? А на 3 месяца могли подписать? Ну, можно Нет, было вроде. по идее, Но это нет. когда я закончил бы служить вроде. Ну, сколько срок службы общий? Вообще год. Год. Без контракта. Ну, год просто. Вы Срочка. отслужили 3 месяца? Нет, отслужил я 7. О, 7 месяцев. Где-то так. Да. Значит, мог подписать
на оставшийся срок. Да, наверное? Это я не знаю. На оставшихся 5 месяцев вот этих. Нет? Ну, ладно, зачем нам это? По большому счету. Ну, я не знаю, что ты спросил просто. Ну, мне интересно, срочники могут подписывать трехмесячные контракты? По идее, если ему 3 месяца остается до конца срочки, по идее, ну как, по логике. Ну, ну, напарили это ему годовой. Напарили Ну, ему там годовой. в течение полгода можно подписать. Угу. Ну, правильно, в течение полгода можно подписать. И дальше, что было? Ну, в магазины иногда там со старшими ездили, это самое много было. Угу. Там нас отвезли, либо просто нам привозили, все. А Мгм. так заряжали, приходили спать, там сказали зарядить. Ну, либо КамАЗ приехал, разгрузить его, отснарить там, взрыватели накрутить. Это мы уже все слышали. Когда в магазины ездили и общались с местными жителями, вы чувствовали себя освободителем? Нет, ну кто-то говорил, типа, что хорошо, что вы сюда приехали, кто-то говорил, зачем вы сюда приехали. Угу. Каждый по-разному говорил. Угу. А при каких обстоятельствах это было? Ну, просто приехали вот так в магазин что-то взять и Угу. на кассе там могли так сказать. Либо люди, которые приходили туда. А хорошо, что вы приехали, почему? Что вы хорошего привезли с собой? Не знаю, просто Или от говорили, чего хорошо, что вы освободили? приехали. Все. А если говорили, что плохо, что вы приехали? Не знаю. Объясняли, почему, что плохо? Что Вообще не говорили. Вообще не говорили. Ну, было там пару раз, там просто какая-то бабушка нам арбуз дала, хлопчики, удачи нам сказала и все. Понял. Дальше. Ну, прошел месяц, в общем, да. Подходит ближе к тому времени, когда... Вот подходит к тому времени, когда вы уже... Ну, взяли, она сказала. Не, ну, когда вас взяли, вот перед тем, как вас взяли, вот можно хотя бы пару дней или день, или в тот же день, что было? Ну, нам перестали вообще привозить снаряды. А были перебои со снарядами? Это как? Ну, то есть были постоянно одинаковое количество поставки, то есть стабильно Нет, приходили, да там- все в хорошем состоянии. всё. Нет, там раскрытые крылья могли быть. Бывало, привозили там обычно сколько? 80, бывает 40 привезут, могли 20 привезти. А если раскрытые крылья, то что? Либо доламывали, убирали. Либо Без делали. крыльев заряжали? Нет, просто их сбрасывали и все. Говорили, выкидывайте, прятали их и все. Мгм. Либо делали их. Ну, если по возможности можно было сделать, делали. Мгм. Дальше. Вам перестали вообще привозить снаряды? Да, За перестали. какое время до прорыва? Неделю где-то нам вообще ничего не привозили. Потом под конец там привезли 4 КамАЗа целых. Вот. И мы начали делать. И не успели толком там ничего делать. Мне нравится фраза «мы начали делать ракеты». Это же неправильно, так не должно быть. Нет, Солдаты, по идее, не могут ракеты сами руками чинить. ну сами нет. Ну там крылья просто, которые раскрылись, их можно сложить было. Там топориком подбил и все. И вот там кольцо идет, кольцо одели и все. Снаряд к граду топориком подбил и все. Ну крыло, которое идет, там пружинкой вперед, она, если туго идет, то топориком подбивали. Там Понял. что-нибудь. Я думаю, вопрос о точности этих снарядов, Ну, я ж про это. да, может быть снятым. Далее, подбивали вы топориками, не привозили вам. Что дальше было? Дальше все, потом приехали на зарядку, сказали, быстро заряжайте. Что там, 20 таких и таких надо было зарядить. Это зажигалки и примы. А потом говорят, что прорыв пошел. И мы поехали в Вишневку, быстро собрались, даже вещи не успели взять. Уехали туда. И приезжают к нам грады и говорят, все, надо людей на зарядку. Командир нам сказал, что на зарядку надо ехать, когда там прорыв шел. А нам не сказали то, что там уже где посадка, где мы, заряжали все. Не сказали то, что там уже зашли. И все, мы поехали, и там нас БМП встретили. Вы ехали двумя машинами? Да, 2 машины. Ну, одна сколько, метров 200, может, от нас далеко держалась. Мгм. И вот мы едем туда на поле, и все, и БМП первая стоит, и смотрим, там их 5. И с нашими зетками уже стояли.
Ну и сначала начали стрелять, потом загорелось, все спрыгнули. Вот. Двое со мной, которые были на машине. Одного вылечили, ну там осколки были, Мгм. а другой убежал. Испугался что-то и убежал. Когда ну, уже нас взяли в плен, вот там всех звали, он подошел к этому, к раненому и убежал. Скрылся вообще. Все. Да, Сколько людей вы убили, как вы думаете? вообще не знаю. Как вы думаете, убили вы кого-то или нет? Ну, Ну, ваши да. действия привели к смертям людей, к Ну, гибели? говорили, там по мирным попадало вроде. М. Чувствуете угрызение совести? Ну, конечно. Не очень похоже просто. Раскаяние какое-то за то, что... Как вы заряжали смертельное орудие, вот эти самые грады, которые стреляли и по мирным попадало. Попадало, безусловно, попадало. И по селам попадало, и по городам попадало. И гибли люди. Что бы вы сейчас сделали, если бы вы все знали наперед и оказались сейчас там, заряжать снова эти грады? Снова бы заряжали? Я бы никогда больше не заряжал. Почему? Ну, потому что я не знал, что я буду делать и к чему это будет приводить. Вы там заряжали и не знали, что они летят в людей других? Но я не знал то, что в мирных это летит все. А какая разница? В мирных, не в мирных. Даже, допустим, в военных летит. И что? А зачем? Не знаю. Не надо было вообще это все делать. В сущности, вы понимаете, что это военное преступление? Да. Вы понимаете, кто отдал приказ вам совершить это военное преступление? Путин. Вы понимаете, что Путин военный преступник? Да. Как вы отнесетесь, если его будет судить Международный военный трибунал? Это без разницы еще будет. Ну, как вы считаете, надо судить такого вот человека? Я думаю, да. Давай попробуем набрать, потому что Да, бабушка прочитала, увидела. бабушка именно... Сейчас возьмет ли? Тут же тоже Да, вопрос. но то, что она современная, это уже факт, то, что пользуется Да. WhatsApp. Бабушка поддерживала вашу... Нет, она говорила, зачем тебе это надо? Зачем вообще ты едешь? Вот расскажите, как это было. Разговор. Как вы бабушке сообщили о том, что... Отцу вы сообщили, что вы едете? Отцу, да, но ему вообще все равно было. Он, наверное, не верил. Он сказал, твое дело, едь, что хочешь делать. А бабушка именно... Бабушка говорила, зачем тебе это, тебе сколько лет, вот это все. Я очень хочу, чтобы бабушка взяла. Отцу было, если все равно изначально, вообще на его жизнь плевать, то какая ему разница, куда он там едет. Бабушка его растила. Кто знает. Добрый день. Добрый день. Это видеозвонок, вы можете на экран смотреть. Я слушаю вас. Ваш внук в плену, вы с ним хотите пообщаться? Конечно. Разговор будет записан и опубликован. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Привет. Так, поговорите. Привет, внучок. Как ты? Ну, какие у тебя дела? Да нормально, кормят все. Все А хорошо. что ты красный такой? Да и жарко. Понятно. Ну и что не говорят? Что не говорят? Что требуют? Да ничего не требует. Ты вообще в часть звонила? Ну, да мы везде уже звонили, не только в часть. Ну и что сказали? В Министерство обороны звонили везде. Ну что, как вы просил же этот, который был с тобой солдат. Списки составлены на обмен. А когда это будет? Списки составлены. Все это... Да. Ну я числюсь как в плену там.
Ну, конкретно нам еще не сказали. Ждем вот что скажут. Написать написали, видео отправили. Вот ждем. Пока нет. Я понял. Везде. И в чат звонили, везде. Где можно, где нельзя, короче, они разослали везде. Ну, на обмен вроде бы говорят, что будет, а? Ну, когда не говорят, да? А? Когда не говорят будет, да? Ну, когда не говорят, конечно. Я понял. Когда они там решат. Не знаю. Ну, вот с понедельника будем еще раз по этому кругу будем еще раз звонить. Что нам ответят? Ну, ты, если что, вот на этот номер пиши там все, чтобы будешь знать. А какой, что сейчас вот мне Да. пишут, Да. звонят? Да, я тебе скажу два слова. Да, добрый день, меня зовут Владимир, я журналист. На этот номер, да, сможете отписать, если что-то будете знать. Дмитрий передаст вашему внуку информацию. Можно вопрос вам? Можно. Вы говорите, спрашиваете у внука, что они требуют. Как вы думаете, а что мы можем требовать? Ну, я не знаю, как они изначально в первый день сказали, что езжайте в часть и, в общем, разговаривайте, чтобы на обмен. Но это у вас, все правильно. Обменяться, потому Да. что это наши пацаны, говорит, у вас тоже есть. Да, все верно. Ну, что от нас зависело, мы где можно, где нельзя, в общем, везде отписали. Но надо больше писать. Мы все, где можно, мы и все в части звонили, и писали, и видео поотправляли, которые вот присылали с Украины. Я понял. Скажите, а зачем вот внука отправили на войну людей убивать? Ну, а зачем ее отправили? Он солдат, вот и отправили. Куда отправили, туда он и пошел. Угу. А как вы думаете, зачем российские солдаты в Украине убивают украинцев? Зачем им это нужно? Зачем это нужно России? Я в политику вообще не вмешиваюсь, я телевизор не смотрю. С тех пор, как его забрали, просто в армию забрали, я телевизор не смотрю. Угу. Я не могу, у меня нервы не выдерживают все смотреть. Ну вы посмотрите в интернете, если телевизор не смотрите, сколько в Украине погибло детей и женщин. За мужчин уже не говорю. Детей и женщин, бабушек. Сколько погибло. Ну, это же я же не виновата в этом. Но ваш внук заряжал грады, которые летели в наши города и села. Вы, конечно, в этом не Я виноваты. не знаю, я вообще не знаю, как он туда попал. Его вообще там не было. Как так он-то, я вообще ничего не могу даже вам сказать по этому поводу. Да, не, ну он здесь был, поэтому он и в плен попал. Это ему еще повезло, что он в плен попал. Ему поэтому, если бы его туда отправляли, если бы он знал, он бы и договор, и контракт бы не подписывал. Он знал. Вы знали? Но ему сказали, Расскажите, что бабушка. он будет, Вы же знали? он будет служить Да, я вот знаю. там. То нате, берите, договаривайте. Я уже все спросил. Ну, вы же знали? Скажите бабушке, что вы знали, что вы едете в Украину. Ну, тебе... Ну, когда сказали уже, Нет, ну тогда я вот это узнал. ему-то потом уже сказали. А сначала-то ему не говорили, вот сказали, что он там будет служить. Ему несколько раз говорили, ему несколько раз предлагали, правильно? Да. Ну, ему несколько раз Ну, об он все этом. время отказывался. Да, а в результате не А отказался. потом по какому он... Мы его и последний раз отговаривали, как могли отговаривали. Ну, кто его знает, как там... Он не говорит же правду, как там было, что. М. Ну, все, хорошо, что говорите. говорить? Пока-пока. Ничего И... не могу. Бабушка, ладно, Есть все у еще меня люди? хорошо. Давай. Пока там, все хорошо будет. Хорошо, если что, я Все, позвоню пиши по сюда, этому если что. номеру. Пиши сюда. Все, давай. Хорошо. Много Давай, еще пока. ваших. Много еще ваших освободителей. Хреновых здесь. Что вы можете передать освободителям этим вашим, которые в России сейчас сидят и думают, вот поехать или не поехать? Не едьте сюда вообще, не трогайте мирных людей. Вообще эта война не нужна. Особенно в 21 веке. Я не знаю, как вообще это началось. И кто это надумался.
Так что Мы ж только что, тот человек, которого вы сами только что назвали военным я преступником, не знаю, зачем ему это вообще ну, надо ему ему было. захотелось, территории других захотелось. Украины ему Ну, все, захотелось. кто сюда обратно собирается, вообще сюда не надо лезть. У них и так без вас. Нормально. Не, у нас-то без вас-то тут и было все хорошо. Точнее, без вас у нас было все хорошо, а с Я вами что уже говорю. не так хорошо. Тут надо... Но если вас интересует вопрос, зачем было это Путину, ну для того, чтобы захватить... Вы знаете, что танки российские были под Киевом, в Чернигове, в Сумской области, То, до что сих здесь пор не в знаю. Херсонской области, вы конкретно были в Харьковской области. Знаете об этом? Нет. Ну, в Харьковской знал, что был. Да, а под Киевом не знали. Под Киевом нет. У вас телефона не было? Был, но в интернет ничего нет. Как это так? Ну, у меня обычная моя симка была и все. Там можно было только позвонить домой иногда. Ну, в части, когда вы были, хорошо, ладно, июль, а март, апрель, май, А 3 я- месяца война шла. Да я новости вообще не смотрю все это. И в телефоне не листаете ничего, там, не знаю, ни любую соцсеть, там, ни телеграм, ничего вообще? Нет. У меня все. I have no questions too. О, perfect. На перфекте завалил, короче.